River of life, let me look and see the pattern of my life gone by shone on your tapestry. Его вокал ядовитые критики называли блеющим вибрато и электрической козой. Я про Роджера Чепмана, вокалиста британской группы Family, ярчайшего коллектива, исполняющего прогрессивный рок и названного некогда новой британской сенсацией. Не путайте с группой Принца, появившейся гораздо позднее, в 80-х. Family является классическим примером группы, который в силу ряда причин артистически неровной выделки, проблем с менеджером, отсутствия коммерческой направленности и беспорядочного стиля жизни не удалось в должной степени проявить замечательные таланты и реализовать постоянное стремление к прогрессу своих участников. Гитарист Чарли Уитни, саксофонист и флейтист Джим Кинг и басист-скрипач и виолончелист Рик Греч начали работать вместе в первой половине 60-х годов в английском городе Лечестере под названием Roaring Sixties. Добавил в состав в 65-м певца Роджера Чепмана и в 67-м ударника Роба Таунсенда. Группа вела некую концертную деятельность, пока на нее не обратил внимания американский продюсер Ким Фоули, с помощью которого парни сделали свои первые демо-записи. Фоули, посмотрев на их прикиды, музыканты носили двухбортные костюмчики, изображая из себя гангстеров, предложил назваться Family – семья, нечто вроде мафия, только более мягче. Костюмчики вскоре сменила джинса, а название осталось. Перебравшись в Лондон в 1968 году и подписав контракт со звукозаписывающей фирмой, они, тем не менее, свой дебютный альбом сделали практически на свои деньги. На нем можно было услышать губную гармонику Мейсона, искаженные скрипичные аккорды и реально звучащий фальцетный вокал. Вместе с экстравагантной и многослойной продюсерской работой альбом этот восторженно был описан в прессе как песни из параллельной вселенной. Свой дебютный альбом группа выпустила в 1968 году. Согласитесь, оригинальная обложка, а я добавлю, музыка такая же. Альбом занял 35-е место в британском хит-параде, а для первого лонгплея это очень даже хорошо. Первый альбом сразу же стал крутой заявкой команды. Аранжировки были насыщены струнными и духовыми инструментами. Там звучал и меллотрон. Если вкратце, то первый лонгплей можно смело назвать предтечей прогрессив-рока. Критики отметили совершенно новый подход к музыке, нетипичные аранжировки и странный вокал Чепмана. Все говорило о том, что в музыке началась новая эра. И немножко о Чепмане. Роджер Чепман обладал голосом, который, по выражению одного из критиков, мог убить небольшого зверька в радиусе сотни метров. Впоследствии, однако, именно вокалист стал ахиллесовой пятой группы. Возможности его были ограничены узким диапазоном, чего сам он, по-видимому, не понимал и постоянно пытался взять высокие ноты, которые ему не давались. Один из критиков назвал вокальный стиль Чепмана электрическим блеянием, другой охарактеризовал его формулой Боб Дилан плюс Марк Болан. При всем при этом звучало все уникально и трогательно. Заручившись поддержкой ведущих представителей лондонского музыкального подполья, таких как Найс и Pink Floyd, серию удачных выступлений в лондонском гайд-парке ансамблю удалось произвести впечатление на привередливого лондонского зрителя, особенно благодаря экстравагантной сценической манере Чепмана. В 1969 году выходит их второй альбом, который позднее назовут классикой раннего прогрессивного рока. Альбом открывается с песней «Ответ ткача», которая стала фирменной песней группы.
Слушателю, не понимающему текста, могут показаться излишне надрывными вибрации голоса Роджера Чепмана, но он очень проникновенно передал в песне предсмертные воспоминания пожилого человека, который обращается к некоему ткачу жизни с просьбой показать ему прожитые годы, вытканные на покрывале. По ходу песни перед стариком проносятся образы его детства, первой любви, первой брачной ночи, рождения сыновей. После инструментального соло саксофона с гитарой воспоминания старика становятся грустными. Смерть жены, внуки на коленях, которых он может только слышать, потому что возраст отобрал у него зрение. В последнем куплете старик внезапно прозревает, чтобы своими глазами увидеть это самое покрывало своей жизни. Старик понимает, что ткач ответил на его просьбу, и ответ этот – смерть. Заключительный пассаж Греча на скрипке превосходно иллюстрирует момент смерти. Эта идея с покрывалом жизни заимствована из греческого мифа об Арахне и Афине. После выпуска альбома песня стала самым популярным концертным номером группы. Сам альбом занимает 6-е место в британском хит-параде. Обложку к альбому Family сознательно спародировали с альбома The Doors Strange Days, где также снимались циркачи. На лицевой стороне обложки снялись только циркачи, на обратной стороне только участники группы. А на плакате, который шел в комплекте с первым изданием, те и другие вместе. После серии выступлений в лондонском Гайд-парке, в нью-йоркском Fillmore East и на фестивале на острове Уайт тиражи дисков группы несколько повысились, до 100 тысяч штук. На переднем плане сценического выступления всегда находился нервозно трясущийся, подпрыгивающий Чепман, обладающий неслыханным вибрато с богатыми интонационными оттенками. Однако на разных руках у него были вытатуированы слова «любовь» и «ненависть», напоминая печально известного сатану Мэнсона, что, разумеется, вносило солидную лепту в негативный имидж группы. И сложным, по мнению многих критиков, надуманным аранжировкам первых двух альбомов и их агрессивным, эмоционально напряженным, но для того времени уже достаточно ординарным сценическим выступлением трудно было найти прямой путь к сердцам слушателей. Ну а далее, как и водится, группа поехала покорять Америку. Не получилось. Их приняли довольно прохладно. Мнения по поводу неудачи турне разные. То Чепман, выронив микрофон, чуть не убил промоутера, то Рик Греч вдруг сбежал с Blind Fight. В 90-м году он, кстати, скончался от цирроза печени, то Джим Кинг достал всех своими выходками. По возвращении выгнали и Кинга, и менеджера. Вместо Кинга в команду пришел Джон Палмер, мультиинструменталист, владеющий клавишами, флейтой и вибрафоном. Вместо Греча пригласили Джона Вейдера из Animals. Этому составу удалось добиться самого значительного в истории группы коммерческого успеха. Последовал альбом, занявший 4-е место в национальных чартах. Далее в этом же году Anyway, который разделен на две части, студийную и концертную. Лонгплей вновь в горячей десятке, 7-е место в хит-параде. Уайдер ушел в июне 71-го и был заменен басистом Джоном Уэттоном. Этот состав выпустил великолепный альбом Fearless. Пластинка таки прибивается в американские чарты, однако занимает лишь 177-е место. Столь же сильным и стилистически единым оказался следующий альбом. Все они были красочно оформлены и богато рекламировались, однако потерпели относительную неудачу в попытках добиться того коммерческого успеха, на который могли претендовать. Частным успехом оказалось лишь пребывание в списках песни «Бурлеск». Два изменения произошли в составе в 1972 году. В сентябре Уэттон ушел в King Crimson
и был заменен Джимом Крэганом, а в ноябре Палмера сменил Тони Эштон. После долгого перерыва ансамбль совершил турне в США и вернулся оттуда в Англию с обновленной, более зрелой концертной программой, принеся в жертву шизофреническую вокальную манеру Чепмена. Настойчивость Family в утверждении оригинальной линии не имела себе равных в английской роковой лиге, но проблемы, приобретенные группой за время заокеанского турне, становились все более трудно разрешимыми. Для закрепления успеха требовались новые гастрольные поездки, а обязательства, принятые Грэганом и Эштоном, подрабатывающими как сейшн-мены и продюсеры Линда Льюис и Медисон Хэт соответственно, делали эти гастроли невозможными. Благоприятная возможность занять ведущие позиции в музыке уплыла из рук навсегда. Группа объявила о распаде и выпустила свой последний альбом. Прощальный диск 1973 года называется «It's Only a Movie», где музыканты, очевидно понимая, что группа распадается, откровенно стебаются. Иначе откуда этот country and western? Может быть, они просто высказали упрек в адрес так и не признавшей их Америки. Вот основные причины распада. Family были таким ансамблем, для которого выступления в постоянной колее на одном уровне были подобны смерти, и до того, как они окончательно забуксовали, музыканты решили пойти каждый своим путем. Family выступали вместе с The Nice, 10 Years After, Джет Ротал, их глубоко почитал Питер Гэбриэль, Ян Андерсон считал, что группа была явно недооценена. Поговаривают, что сам Джимми Хендрикс боялся выступать вслед за ними на фестивалях. Новаторство и эксперименты, увы, никак не вяжутся с коммерческим успехом. Это беда не одних Family, такова жизнь. Однако в сентябре 2012 года группа объявила о единовременном воссоединении, но спрос на этот концерт был настолько велик, что музыкантам пришлось дать целую серию выступлений. В последующие годы Family еще несколько раз собирались вместе, но до студийных сессий дело так и не дошло.